Кто бы мог подумать, что ситуация с пятым сезоном и Konami начинает набирать новые обороты, и все больше и больше игроков начинают высказывать свое недовольство. Начинают собираться в небольшие группки, которые пытаются донести до Konami тот самый важный месседж, что мы не совсем довольны тем, что происходит с игрой на данный момент. И невольно получается так, что последние ролики на этом канале, за исключением последнего, по сути и посвящены этой самой проблеме. А поэтому, пока ситуация плюс-минус актуальна, давайте обсудим ее поподробнее. Чем же недовольны игроки, что они пытаются предпринять, чтобы хоть как-то обратить внимание Konami на все это дело, и чего стоит ожидать от подобных действий. Не забывайте поддерживать видео своими лайками, в комментариях, как и всегда, делитесь своим мнением, ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiCode. Это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступны в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. В Steam стартовала весенняя распродажа, время, когда Steam снижает цены на игры вплоть до 75%, и это один из лучших моментов, чтобы заполучить себе одну из новинок, а максимально выгодно можно сделать это через сервис KupiCode. И самое лучшее время, чтобы пополнить Steam, было вчера. Следующая возможность прямо сейчас. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiCode не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через KupiCode можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы: Турция, Аргентина и так далее, по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Итак, в чем же вся загвоздка? Пятый сезон стал тем самым камнем преткновения, который, по сути, окончательно разделил две группы игроков, которые, по сути, играют, особо ничего не ждут от этой игры, и отдельная когорта, которая уже недовольна всем тем, что происходит с игрой, а в частности, невыразительный пятый сезон, который, по сути, никак не отличается от предыдущего четвертого сезона, даже повторяющиеся паки в игре, отсутствие как такового нового контента в виде каких-то новых ивентов, которых не было в игре ранее, или уж тем более режимов, которые мы ждем уже 100 тысяч лет. Я полагаю, что если бы пятый сезон выглядел куда более достойным, нежели он получился на самом деле, то и подобной реакции бы не последовало, поскольку отношение Konami к новому сезону и стало тем самым триггером, которое дало старт для некоторых игроков начать действовать. А как они начали действовать? Да очень просто. Они развернули небольшую кампанию в Твиттере, которая посвящена тому, чтобы спамить под каждым постом Konami с требованиями обновить игру, добавить режимы и в целом обратить внимание на их недовольство. И как я писал в своем телеграм-канале, подписывайтесь, если не подписаны, ссылка в описании. В целом, подобные инициативы я очень даже поддерживаю, потому что я также вхожу в когорту игроков, которые особо недовольны текущим положением дел, и я не считаю, что с этим нужно мириться, даже несмотря на то, что как таковых шансов исправить все это дело тоже немного. Но для меня это все равно не означает, что нужно сидеть сложа руки, и когда у нас есть возможность как-то высказаться, показать свое недовольство, этим шансом нужно воспользоваться. Но даже несмотря на это, я все равно сомневаюсь на то, что подобная кампания, подобные старания, какими бы заметными они не были, как много бы игроков вокруг себя они собирали, они все равно не приведут ни к чему такому, поскольку присутствует один немаловажный фактор, который по сути и укрепляет Konami уверенность в собственных силах. Это группа донатящих игроков. И здесь я хочу объяснить свою точку зрения поподробнее, поскольку уже нашлись индивидуумы, которые в моих словах нашли обвинения не столько в сторону Konami, сколько в сторону донатящих игроков. Якобы, поскольку игроки донатят, Konami думают, что все хорошо, а поэтому виноваты именно что донатящие игроки. Все не совсем так. Дело в том, что, несмотря на все это недовольство, на приличное количество игроков, которые действительно недовольны положением дел, которые действительно пытаются хоть как-то привлечь внимание Konami своими постами в соцсетях, пытаются даже вот таким вот спамом, но тем не менее обратить на себя внимание, как бы много их не было, Konami все равно не будут ничего делать, пока не произойдет ситуация аналогична той, что была в 2021 году, поскольку именно тогда от них отвернулись все. Во-первых, в игре особо и возможности донатить тогда не было, поэтому они и так себе обрезали возможность
дохода. Но тем не менее, даже если бы в тогдашней игре была возможность хоть как-то пополнять кошелек Konami, то я уверен, что большинство игроков все равно бы отвернулись от них. А именно что донатчая и недонатчая аудитория. В текущей же ситуации дела складываются таким образом, что одна группа недовольна, в то время как вторая особо-то ни на что и не жалуется. И когда появляются те или иные паки, они их либо крутят, либо не крутят, но особо ни на что больше не претендуют. И опять же, я не обвиняю эту группу игроков, поскольку это та самая аудитория, которая так или иначе, но довольна продуктом. А ведь идея каждого продукта, опять же, помимо заработка, как я уже говорил в одном из предыдущих роликов, это также удовлетворять потребности и в целом развлекать игроков. И получается, если люди донатят, если люди открывают, они действительно этим как-то довольствуются, им действительно этого хватает. Это выбор каждого и восприятие тоже каждого. А поэтому я пока что не представляю, что такого нужно сделать Konami, чтобы даже такие игроки, которые в целом собирают донатные составы, которые действительно тратятся на монетки, чтобы даже они как-то вот решили взбунтоваться против Konami. В принципе, разработчики и сами начали пытаться как-то делать шаги в этом направлении, повторяя одни и те же паки, но даже подобные мувы не всех удивляют. А так, несмотря на всю ту недовольную аудиторию, которая штурмует соцсети Konami, те в свою очередь наблюдают, что доход в принципе не падает, люди все еще донатят, приобретают паки, крутят игроков, поэтому а зачем пытаться сделать что-то еще? Ну а в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение касаемо всей этой ситуации, что вы думаете на этот счет, удастся ли игрокам своим недовольством привлечь внимание Konami, повлияет ли это хоть на что-нибудь, скорее всего нет, но тем не менее, может быть, у вас есть другие мысли на этот счет. Также, как и всегда, призываю вас не забывать поддерживать это видео своими лайками, поскольку именно ваша активность в виде ранее упомянутых комментариев и лайков очень способствует продвижению роликов и канала соответственно. Кстати, подписывайтесь на него и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики на нашем канале. На сегодня же у меня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Всем удачи и до скорых встреч!